И мой первый вопрос был к Фабиану, как все-таки достичь ранга бриллианта. For me, it's always an honor if somebody invites me. И для меня это всегда большая честь, когда меня приглашают. And I don't take it for granted. Again, please. I do not take it for granted. It's not like a normal thing to be invited. И для меня это не просто такая нормальная повседневная вещь, когда меня приглашают на подобные вебинары. Yeah, so I say it's an honor because that shows that something we have done in the past actually led us to the point where we could inspire others. И это тот момент, когда мы что-то сделали, наш опыт привел к тому, что сейчас произойдет вот тот момент, который может вдохновить многих. And actually to start right away with that sentence to answer your question. И для того, чтобы начать отвечать на ваш вопрос, как же все-таки стать бриллиантом? Which was, what do you have to do to become a diamond? Да, для того, что нужно сделать в вашей жизни, чтобы стать бриллиантом? I would say being a diamond is more a thing of personality instead of just doing cycles. И я вам скажу больше, что быть бриллиантом – это большая работа над собой, а не просто циклы. You have to have something what drives you, what is bigger than just money. И это должно быть что-то, нечто большее, чем просто деньги для вас. And of course, you may have heard of it already. We call it the why. The why? Your why. Find your why. И в первую очередь мы фокусируемся на том, что мы называем такое внутреннее почему или для чего нам это нужно. Истинная причина, истинная потребность, для чего мы этого добиваемся. And for me, I talked about that in Milan on stage, actually. I was lacking of that why. I did not know why I was doing it. И я об этом уже говорил во время своего выступления в Милане, что я действительно не знал, зачем я это делаю. And I would like to give you a little trick how you can, or about the importance of your why. И сейчас я вам хочу дать такой совет, как найти вот это почему, как найти истинную причину, зачем вы строите этот бизнес. I mean, just imagine you're standing right now in your living room, and in front of you on the ground you have a long piece of wood. И такой один из примеров, если вы представьте себе, что вы стоите посреди комнаты, и перед вами лежит такой небольшой кусок дерева. Yeah, it's a board. It's like 10 meters long, made of wood. Длиной примерно 10 метров, то есть такой не маленький. It's 50 centimeters wide. Толщиной 50 сантиметров. And it's 3 centimeters thick, so very stable board of wood. То есть это такой внушительный кусок дерева. And so what I tell you is, if you walk over the wood without touching the floor, I pay you $500. И если я вам сейчас скажу, если вы пройдете по этому кусочку дерева, я вам 500? 500? Okay. Если вы пройдете по этому кусочку дерева, я готов вам заплатить $500. So how many of you would do it, actually? Скажите, сколько из вас готовы это сделать? I would say almost everybody, because it's so easy. I mean, it's 50 centimeters, you can walk straight over it, right? И я больше чем уверен, что большинство из вас согласятся. Потому что никаких рисков, небольшой кусок дерева, пройтись по нему все очень просто. So let's change the scenario right now. Сейчас изменим мы немного сценарий. And we take the same piece of wood between two skyscrapers. И если мы точно такое же бревно положим между двумя, например, домами. And it goes 170 meters down. 100? 70 meters down, because it's between the skyscrapers, right? И высота будет примерно 70 метров над землей. So, which means, if you fall now, I don't have to pay you because you would fall down 170 meters, right?
Да, и сейчас уже не стоит вопрос о том, сколько я вам заплачу, потому что если вы посмотрите вниз, высота 70, ну, как бы внушающая. So the question is, would you walk over it? Most people would say, no, the risk is too high. И я больше чем уверен, что люди некоторые откажутся от этой возможности, то есть не будут они переходить между двумя домами даже за $500, потому что риски большие. Last scenario. И последний сценарий, который я вам хочу предложить. So everything is the same, but now it gets stormy, windy, and the rain pours down. Все те же условия, два дома, между ними это бревно, но ветер, дождь, ураган. And you're on one side of the rooftop, and on the other side, the other skyscraper, your child is on there. И представьте себе, что вот в такую погоду вы видите, что на противоположной стороне этого бревна, на другом здании находится ваш ребенок. And the other rooftop starts burning because a flash goes into it. И она начинает, как бы крыша такая движется, потому что очень сильный ветер, и вы понимаете, что ребенок в опасности. So the only possibility to rescue your child is if you go over it. Would you do it? И единственный способ спасти вашего ребенка, это если вы туда переберетесь каким-то образом. And of course the answer is yes. Everybody would do it, right? И я больше чем уверен, что каждый из вас это сделает и перейдет на другую сторону для того, чтобы спасти его. And I use that example always to explain how important the why is. Я всегда использую этот пример для того, чтобы показать, насколько бывают вот эти почему и истинные мотивы важными и сильными. So if your why is big enough, the what and the how does not matter. You just find a way. И если ваша причина, по которой вы строите бизнес, настолько сильна, вам не важно будет, каким способом и как вы будете достигать этих целей. And what I always do with all my new people when I start someone, И то, что я делаю со своими новыми людьми, которых приглашаю в бизнес, I let them write down 25 things. Я прошу их написать 25 вещей, They would do if money is no object. Я их прошу написать 25 вещей, что If они money is not хотят. important. 25 вещей, когда деньги у них будут, и они будут им не важны. Yeah, so you can do whatever you want, but you do not have to worry about money anymore. What would you do? То есть он просит написать своих людей 25 вещей, все что угодно. То есть если у них были бы на это деньги, все что угодно. And that's a very good exercise actually to really find out what drives you to go all the way through. И это очень хорошее упражнение для того, чтобы по-настоящему понять, что же вами драйвит, что вас мотивирует, ради чего вы хотите этого достичь. So that's step number one of becoming Это шаг номер 1. Как же все-таки стать бриллиантом? Step number 2 is become a fanatic of personal development. И шаг номер 2, который не менее важный, это постоянная работа над собой, над своим усовершенствованием. Because everybody dreams of enrolling these people who become diamonds themselves. И люди просто думают о том, как же все-таки стать бриллиантом. But the reality is that people who have a lot of potential, or other words, leaders follow leaders. И то, что я вам должен сказать, это такая взаимосвязь, когда лидеры притягивают лидеров, лидеры наследуют лидеров. And that's one of the most important things I have done in my career. И это одна из самых важных вещей, которую я сделал в своей карьере. I personally, in the last 4 years, I have spent, I would say, almost 50,000 euros in personal development. Я for last 4 years. Yeah, which is books, which is seminars, which is trainings. So all these things to become a better person.
На свое развитие я за последние годы потратил более 15 тысяч евро. Это семинары, обучение, книги. Я вложил это в свое развитие. Because what you need to understand is, network marketing is a little bit like going to the fitness studio. И что хочу вам сказать, что сетевой маркетинг в нашей индустрии это как спортзал, как будто бы вы пришли в спортзал. Because in January everybody enrolls. Again, please. In January everybody goes to the gym. Потому что все в январе, 1 января или 2 приходят в спортзал. And out of 100 people in December, there's just a few left who really worked out. И в декабре этого же года мы видим результат, что только несколько человек остаются в этом зале. Многие бросают. And unfortunately, in network marketing there's one similarity. И если так на чистоту, то прямые продажи это то же самое. Начинают многие, а доходят до конца далеко не все. So if you form your team, you have to know that people will leave and other people will come in. И вы должны знать одну закономерность. Кто-то приходит, кто-то уходит, но на их место обязательно приходят новые. And now imagine let's say your business is a turning door. Okay, you know these doors which turn. Вы должны понять, что ваш бизнес это как торнадо, то есть имеет очень мощную силу и такое как сужение, как воронка. So what you want is when let's say we rate people from 1 to 10. 10 is a top leader and 1 is somebody who actually doesn't work. И если мы проранжируем всех людей, которые находятся в нашем бизнесе, если 10 это самый высокий лидер, а 1 это новичок. So what's the worst scenario is a 5 goes out and a 3 comes in. То есть вот этот уровень, который мы назовем 5, то есть средний, они уходят, а те, кто на 3-м, они приходят. Or a 4 goes out and a 2 comes in. Или, например, 4-й уровень уходит, 2-й на его место приходит. Which means it's pretty hard to have growth. Actually, you will decline. То есть вы должны понять, что многие уходят с высших уровней, а приходят новые, которые на более низком уровне. Because the quality of your business is defined by the quality of your people. Потому что качество вашего бизнеса – это качество тех людей, которые находятся в вашей команде. So what you want to do is that if a 3 goes out, a 5 comes in. When a 5 goes out, a 7 comes in, so that the quality of your team increases. То есть ваша задача сделать так, чтобы когда люди с 5-го уровня уходят, приходили на 7-й. Чтобы люди, которые уходят лучшего качества, другие приходили на их место. But a 7 will never follow a 5. Но 7-й уровень никогда не опустится до 5-го. Which means you need to become an 8, a 9, a 10, or whatever to attract these people into your organization on the long run. То есть вы должны привлекать таких людей, которые будут на 8-м, 9-м, 10-м уровне, потому что они остаются, и это очень качественные люди в вашем бизнесе. But no worries, when I started in network marketing, I was maybe a 3. Но не волнуйтесь, когда я начал и пришел в индустрию прямых продаж, я был примерно на уровне 3-м. I was so scared when I was on stage. It was not funny anymore. Мне было так страшно стоять на сцене, это было совершенно не смешно. When I talked to people about network marketing, I was so insecure because it didn't work for me yet. I had no results. И мои первые выступления, я говорил о индустрии прямых продаж, я говорил об этом, но у меня не было никакого результата, и мне было очень страшно. And when somebody talked to me and said, "Hey, I have this business owner, can we talk to him?" I said, "Better you talk to my upline because
I don't know what to say. И когда люди меня спрашивали, ну, давай мы поговорим о бизнесе немного, я всегда говорила, давай ты лучше с моим спонсором поговоришь, у него немного лучшие результаты. Yeah. So no worries, there's hope for everyone. Even I made it. So. Я вас хочу успокоить, что даже со мной это было действительно с каждым. And one more example, my wife, when I presented network marketing to her the first time, и вот хочу еще что сказать, что когда я впервые предложил сетевой маркетинг своей жене, that was the time when we were struggling with our fitness clubs. Это было в то время, когда у нас был свой собственный фитнес-клуб. She actually said, wow, that business just looks perfect if I look at it. И она сказала, что этот бизнес выглядит вообще безупречно, и когда я на него смотрю. It is just a pity that it's nothing for me. Но самое грустное то, что это совершенно не для меня. And I said, why? И я спросил, почему? And she said, do you really think I will ever talk in front of people? И она сказала, ты действительно веришь в то, что я выйду и начну выступать перед людьми? And I was like, but are you scared? And she said, of course I'm scared. I will never talk in front of a crowd, not even like 5 people. Я спросила ее, а что, тебе настолько страшно? Она сказала, конечно, страшно. Я никогда не делала презентации даже перед 5 людьми, а ты хочешь, чтобы я это делала перед огромным количеством. And now her biggest stage appearance was in front of 15,000 in Orlando Expo. И что я вам хочу сказать, что ее самый лучший результат, она выступала перед аудиторией в Орландо в 15 тысяч человек. So which shows again, network marketing is personal development with a product attached to it. И вот именно этот бизнес прямых продаж, это бизнес, который развивает человека благодаря продукту в том числе. So step number 2, develop your personality. Step number 3. Шаг номер 2 – это развивайте себя, насколько это возможно, растите себя в профессиональном смысле. Шаг номер 3. Do the work. Делайте работу. It's called network marketing. Это называется network marketing, то есть работайте. And the most, I mean, there's people, they see the dream of network marketing, but they do not want to pay the price. Я знаю людей, которые мечтают достичь успеха в сетевом маркетинге, но они не готовы заплатить эту цену. Yeah, but there's a price for everything, and you need to do the sacrifice if you really want to reach something. И поверьте, если вы по-настоящему хотите добиться успеха в этом бизнесе, вам нужно будет заплатить определенную цену его. And I know that there's many people, how can I say it? There's many people who say, okay, I would like to change something in my life, but they do not really want it. И когда люди вам говорят о том, что да, я хотел бы что-то изменить в своей жизни, но они не видят вот эту необходимость что-либо менять. То есть слова расходятся с их действиями и их готовностью что-либо менять. Because if you really have the desire, if you really want something, you say it must happen. Если вам по-настоящему что-то нужно, если по-настоящему вы хотите что-либо изменить, то вы однозначно это сделаете. And to give you a quick idea of my past, the last 3 years. И если я сейчас вот расскажу вам про свой опыт 3-летней давности. So my biggest passion is martial arts. Моя наибольшая страсть это martial arts, fighting. Sorry, this is a name? Yeah, like Brazilian jiu-jitsu. Martial arts, да, это его как бы как кумир, его пример. So, and I used to work out twice a day in the past. И я должен был тренироваться 2 раза в день. Then I really wanted to change something,
And there was two options. И мне нужно было что-то изменить. И у меня было два выхода. So either I continue training twice a day, or I focus on my business at least for a special amount of time. Я должен был выбрать, либо я тренируюсь, провожу тренировки дважды в день, либо я занимаюсь бизнесом. Yeah, and I did not work out for 2 years. Again, please, something I did not train for 2 years almost. Я не тренировался практически 2 года. Yeah, so the only thing I was doing is appointments and meetings, appointments and meetings. Единственное, что я делала, это встречи, встречи и встречи и встречи и встречи. Yeah. And now 2 years later, of course, now I have the flexibility and I can do it, but I was willing to pay the price. Конечно, спустя вот это время, эти 2 года, я настолько свободен, что я могу управлять своим временем, но я вот как раз заплатил эту цену. And your price can be time with the family, can be not going to vacation, can be not going in summertime barbecuing. И да, к сожалению, возможно, вы лишитесь время, которое вы проводите со своей семьей, какие-то пикники, встречи с друзьями. Yeah. That's what I mean by putting in the work and focus really on your goal. Оставьте все, сфокусируйтесь на бизнесе, положите туда всю свою энергию, все свое время и работайте. And now comes the easy part. И сейчас мы переходим к более легкой части. Because the easy part is everybody of you can do that. You can present. И легкая часть заключается в том, что абсолютно все, и вы в том числе, можете презентовать. You can follow up. Вы можете подводить итоги. Yeah, you can build clients. Вы можете наращивать базу клиентов. And you can sponsor people. И вы можете спонсировать людей. Yeah. And actually, always when people ask, what do I have to do? Let's do a game plan. И когда люди меня спрашивают, так что же я должен сделать? Давай составим какой-то план. And I would like to give you that ultimate game plan now. Сейчас готов вам выдать этот план. The only thing you can control in network marketing Единственная вещь, которую вы можете контролировать в сетевом маркетинге, is the amount of people you talk to. Это то количество людей, с которыми вы контактируете. That's it. Это все. So that's what I mean by putting in the work. Это то, что я говорю, работайте над чем. Количество людей, с которыми вы контактируете. But important, network marketing is a relationship business. И запомните, сетевой маркетинг – это бизнес отношений. I see more and more that people want to work online, as it's a big world right now with social media and so on. И я сейчас вижу, что многие хотят работать в интернете, в онлайне, в социальных сетях. But that one will never work on the long run if you don't build relationship. Но это не сработает в долгосрочной перспективе, если вы не выстраиваете с людьми отношения. And last but not least, I would like to break you down the game plan how to become diamond in Jeunesse. И последнее, на чем где я хочу дать вам такой совет, как сделать такой план, чтобы достичь бриллиантового уровня. Yeah, so everything starts with the first step. Все начинается с первого шага. You become executive. Вы становитесь специалистом. So you have one on the left, one on the right. You're executive. Право, лево, и вы специалист. If you are executive, you know how to explain other people and help them becoming executive. Если вы стали специалистом, вы можете научить людей и помочь им достичь специалистом. So you take 12 people and show them how to become executive.
Вы находите 12 человек и рассказываете им, как стать специалистами. then you are a sapphire, right? И вы уже сапфир, правильно? And on the way, you already became jade and you already became pearl. Ну, а между этим вы достигаете уровня нефрит, а потом жемчуг. Which means you can show other people how to become jade or how to become pearl. И, конечно же, после того, как вы что-то достигаете, нефрит и жемчуг, вы можете объяснить людям, как этого достичь. So, and you repeat that as often as possible, and that will create, on a long term, it will create volume. И когда вы рассказываете так часто, насколько это возможно, когда вы обучаете этому людей, вы создаете объем продаж. And of course, if you are a sapphire already, you can show others to become sapphire because you have done it. И когда вы научите человека достичь уровня сапфира, потому что Because вы here's the thing. Most people in network marketing and even in Jeunesse, I see sometimes, потому что очень многие люди, вернее, не многие люди, а есть люди, которые приходят в прямые продажи, и даже здесь, в Jeunesse, это то, что я вижу, they act like travel agents. они как агенты по путешествиям, менеджеры по продажам. So they are, let's say, they're jades. Они нефриты. And they want to explain someone how to become sapphire elite. И они хотят и пытаются объяснить кому-то, как достичь элитного сапфира. But people don't want travel agents, they want tour guides. Им не нужен менеджер по продаже, им нужен человек, который знает именно эту индустрию, вот про путешествия, да, не менеджер по продаже путешествий, а человек, который вникнет в это путешествие и будет его сопровождать. And a tour guide is somebody who already was or is there and brings you there. То есть человек, который для всех нужен такой специалист, который знает изнутри эту ситуацию и может личным примером научить. So if you then build in depth and really help the people building their businesses, you will do volume and cycle. И если вы личным примером будете обучать людей и показывать им это, вы будете наращивать свой бизнес. So, and the work will always stay the same. It will never change. И работа, она в принципе-то не меняется, она будет точно такая же. And now you go and help these people to become sapphire. You do 100 cycles. You do 25 cycles and you're sapphire plus 25. И когда вы будете делать, собственно, одну и ту же работу, наращивать вот этот бизнес, вы будете сами расти. You do 50 cycles, you're plus 50. Делаете 25 циклов, вы плюс 25. Делаете плюс 50 циклов, вы плюс 50. So 100 cycles, sapphire elite. Сделали 100 циклов, вы элитный сапфир. And if you do 200 cycles and you have 2 sapphires, you are a ruby director. Сделали 200 циклов, сделали 2 по 2 сапфира элитных, вы уже руби. You do 500 cycles and you have 4 sapphires, you're an emerald. Если вы сделали 500 циклов 4 сапфира, вы уже изумруд. And if you do it often enough, you do 1000 cycles and you have 6 sapphire lines, you're a diamond. Ну и вот то, к чему мы шли, 1000 циклов, 6 сапфиров, и вы уже бриллиант. So you see, if you really break it down, it's a very easy job. A diamond is just a sapphire, or let me repeat, a diamond is just an executive who has done the job more often. И вот что я вам хочу сказать, что бриллиант – это специалист, который много раз делал одну и ту же работу. Which also shows that network marketing is always a 3 to 5 year plan. From 3 to 5 years. You need 3 to 5 years to build a business. И если говорить на чистоту, то работа бриллианта – это от 3 до 5 лет. Yeah, very important.
Это очень важно. And last but not least, you actually can set yourself a goal. I give you my goal, okay? My every month goal. И еще одну вещь хочу подчеркнуть, это по поводу цели. Вот сейчас я вам скажу свою цель. Yeah. So since I'm in Jeunesse, my minimum is 4 new people a month I personally sponsor. С того времени, как я пришел в Jeunesse, минимум 4 человека в месяц я подписываю. Per month, right? Per month, yeah. 4 человека в месяц подписываю лично. Yeah. You could say, oh, that's not a lot, or other people would say, oh, that's a lot. It doesn't matter, it's just my number. И кто-то может сказать, то что такое 4 человека, или кто-то скажет, ого, 4 человека. Но это моя цифра. And the reason why I do it, because if I cannot become executive twice, I cannot expect of my new people becoming executive. И почему именно 4, да? Почему именно эта цифра? Потому что если я дважды не делаю вот этого из специалиста, то люди не будут брать меня пример. Люди смотрят на меня, какую работу делаю я, и повторяют ее. Because I have more experience, and you do too as a leader. You always need to be ahead of your team, that they really follow you. И если вы считаете себя лидером, вы должны понимать, что на вас смотрят, на вас равняются, вы должны быть примером. They don't do what you say, they do what you do. Они не будут делать того, что вы говорите. Они будут делать то, что вы делаете. Or in other words, they listen with their eyes. Другими словами, они слушают вас своими глазами. Yeah. All right. That was a very long answer for a very short question, but I really wanted to break it down to the truth, because I'm a big believer in simple work and in sticking to the truth. No? И это был очень длинный ответ на такой короткий вопрос, как же прийти к этому уровню бриллиантов. Но я действительно вам рассказала вот ту реальность, с которой столкнулся я, и как я этого достиг. Yeah, people overcomplicated it sometimes. Потому что люди действительно порой достаточно сложны. Yeah. So that's my answer to the question how to become diamond. И это был мой ответ, как же все-таки достичь уровня бриллианта. So the next question, Fabian, what do you think about events? Is it important for business? Do people need these events? Milan, Rome, I don't know, Moscow, Kiev, Abu Dhabi, and so on, Orlando. And 1 second for translation, okay? И в преддверии нашего события, в следующие выходные университета в Киеве, я задала Фабину вопрос, насколько мероприятия важны для построения эффективного бизнеса, потому что, опять же, буду ссылаться на то ощущение, какое я вернулась из Милана. Действительно, для меня каждое событие, которое я посещаю, оно меняет мое ощущение в компании Jeunesse, поэтому хочу вот спросить у Фабиана, насколько это важно для него. Thanks, Fabian. I mean, my whole success is based on an event. Я вам скажу, что мой успех построен на мероприятиях. I showed it in Milan. Actually, my first event, I flew 4,500 kilometers from Spain to Germany. И если говорить про мое первое мероприятие, которое я посетил, я ехал to Spain from Germany. From Spain, I lived in Spain, and I flew 4,500 kilometers to Germany to go to an event. На свое первое мероприятие я пересек более 400 километров из Испании, где я жил, в Германию. Because my sponsor said I really have to come to the event to see the bigger picture. И мой спонсор вообще сказал, что я просто обязан на него поехать, на это мероприятие, для того, чтобы увидеть вот эту большую картинку бизнеса. And I had like
5 excuses which were in my world enough not to go. И я не смог найти вот эти «извините», да, чтобы не поехать, те причины, по которым я не должен был ехать на это мероприятие. I give them right quick. So one thing was there were no flights. Точнее, я как раз вот нашел эти причины, почему не ехать. Не было перелетов прямых. Second of all, I had no money. Во-вторых, у меня не было денег. Because we just lost 12 employees. Потому что мы только что уволили 12 сотрудников. Then I could not leave my wife alone in the gyms. И третья причина, я не мог оставить свою жену в нашем бизнесе, в этих спортзалах. Because she would have to work 16 hours by herself every day. Потому что она должна, пока меня не было, она должна была работать примерно по 16 часов в день. So then I did not know where to sleep because only flight is expensive, but hotel too. И еще одна причина, почему вообще не мог ехать, потому что перелет дорогой, и у меня не было денег на проживание в отеле, потому что And тоже the было. last one was that the only chance for me was if I could go, I had to go from Friday to Monday, but all the flights I could find were like for a week back and forth. И вот последняя такая причина, я должен был вылететь в пятницу, а вернуться в понедельник, но не было перелетов, то есть я должен был прям лететь туда на неделю и оставаться там. So every reason not to go, right? То есть вообще было миллион, согласитесь, причин, почему не нужно ехать. So my sponsor actually, he promoted like crazy and he told me why I have to go. Но мой спонсор, он настолько меня замотивировал и рассказывал, как это важно будет для меня поехать. He even told me that is the biggest event our team has ever done. И он сказал, что это будет самое масштабное мероприятие нашей группы. He said we will have people from Austria, Switzerland, Germany, Italy. Everybody who speaks German is coming to that event. Вообще я сказала, что будут люди из Швейцарии, Италии, Испании, Германии, Австрии, то есть вообще все немецкоговорящие люди. So then I said, I'm very sorry, there is no chance I can come, there's no flights, there's no money. So I hang up the phone. Я ему сказала, что сори, не могу полететь, нет перелетов, денег нет, как бы много причин на то, чтобы не поехать. So next day, 8 o'clock, I'm in the gym. В 8 часов следующего дня я прихожу в спортзал. And my phone rings. И мой телефон звонит. Guess who it was? Догадайтесь, кто это был? Was my sponsor again. Это, конечно, был мой спонсор снова. And he said, hey Fabian, I have good news. И он сказал, о, Фабиан, отличные новости есть для тебя. I said, what is it? И я спросил, да, и что же за новости? And he said, I found a flight for you, leaving on Friday, being back on Monday. Нашел для тебя перелет. Вылетаешь туда в пятницу, возвращаешься в понедельник. Все, как ты хотел. Second of all, we could find a location which is close to your home, so you can sleep at your parents' house. И также нашел место, где ты сможешь переночевать. Так что все отлично, все организовано. And if it really, really won't work out with the money, let me know and I can see how I can help you. И если действительно у тебя проблема с деньгами, скажи мне, я тебе постараюсь как-нибудь помочь. So and I was still not sure and I said, I don't know, let me talk to my wife. Я снова так замялся и говорю, так, подожди, хорошо, мне нужно обсудить это с женой. And then he asked one question which for me changed everything. И потом он задал один вопрос, который изменил абсолютно все, что шло до этого. So he asked me, Fabian, just one question. Are you happy with what you do right now and how do you live? И он спросил меня, Фабиан, скажи мне, ты сейчас по-настоящему счастлив от того, что ты делаешь и как ты живешь? Do you want to continue with that for how long? Or do you really want to change something while you started network marketing in the beginning? И хочешь ли ты оставить все как есть, продолжать заниматься тем же, жить, как ты живешь сейчас, или ты хочешь изменить то, ради чего ты пришел сюда, в этот бизнес?
And that actually was the question I needed to hear, because every person has one question in their subconscious. And this question is, what's in it for me? И вот это как раз был тот вопрос, который дал очень сильный толчок для меня. Потому что у каждого человека есть на подсознании какой-то вопрос, до которого, собственно, он еще не дорастает. Но когда он его слышит, это как сигнал в мозг, и он начинает действовать. And he answered that question by asking me if I want to live like that. And I did not want to continue living like that. And he showed me, by coming, I can change it. И вот как раз этот вопрос, хочу ли я так жить, продолжать жить так, как я живу сейчас, и я действительно подумал, что нет, я не хочу, я готов что-то менять. So I flew over to Germany and I went to the biggest event they have ever done. И я полетел в Германию на это невероятное мероприятие. And we had 25 people at the event. И можете себе представить, на этом невероятном мероприятии было аж 25 человек. Huge event, right? Правда? Мощное мероприятие. So, but here's what happened. At this very small event, I took my decision. Но на этом, даже вот этом маленьком мероприятии, я принял очень важное для себя решение в жизни. And I met one guy who's a close friend of mine. He also took his decision at that small event. И там я встретил одного человека, который точно так же на этом мероприятии принял важное решение для себя. So I became a diamond, he became a ruby director. И когда я квалифицировался как бриллиант, он был рубином. And he will be diamond for sure. И он обязательно будет бриллиантом. So, and here's the learning. If my sponsor had not pushed and promoted that event so hard for me, и если бы тогда мой спонсор не промоутировал, не уговаривал, а не мотивировал меня посетить это мероприятие, more than 25,000 distributors would maybe never have been started in Jeunesse because I wouldn't be there. И сейчас, возможно, если бы я не попал на то мероприятие, более 25 тысяч людей по всему миру не узнали бы о возможности Jeunesse, потому что я бы не пришел в этот бизнес. Because that's the size of the team we have right now. It's a ripple effect, what goes from you, okay? И сейчас я могу с уверенностью сказать, что именно то мероприятие дало вот этот эффект огромный, групповой, масштабный. But of course, you never know who the one is. That's the problem. Но вы, конечно же, никогда не будете знать, где эти люди, которые присоединятся к вашей команде. But bring everyone to the events. Very, very important. Это очень важно, посещать мероприятия. На них случается все самое важное. And I know you have an event coming up in the coming weekend, right? И я знаю о том, что у вас в Украине следующие выходные будет проходить мероприятие. Yes. It's a university, is it? Right. Это университет в Киеве. Yeah. My first event ever from Jeunesse was a university. И мое первое событие в компании Jeunesse было именно университет. Yeah, if I would be you, I would really try to bring as many people as possible to that next event, always. И будь я на вашем месте сейчас, я бы привел на это событие максимум людей. Я бы брал всех и каждого и показывал эту возможность. Because here's the truth. Потому что это правда. People start when they enroll. Люди начинают, когда они вот в этом потоке, в этой энергии. But they get activated at an event. Но активизируются они только на мероприятиях. Somebody who was never at an event will never be big, never. Человек, который не посещает мероприятия, не растет никогда. Никогда, Events are the building blocks. I have never missed any event.
Я никогда не пропускаю мероприятия. Я посещаю все абсолютно, на которые меня приглашают, которые нужно посетить. And I give you my schedule for next year just with the bigger events. И сейчас хочу вам показать свой календарь на следующий год, на те мероприятия, которые я уже записался и которые я буду посещать. So in January, we will do our kick-off team event in Germany. В январе у нас будет так называемый kick-off event, kick-off мероприятие в Германии. Yeah, and many teams do that. И очень многие команды это делают. So then we have in April, we have the lead. Лид мероприятия, которое пройдет в апреле. Which will luckily be in Germany, but we would go wherever it is. И оно будет, да, конечно же, в Германии, но мы бы поехали, неважно, где оно бы проводилось. Then in summertime, we have a big team summer event. У нас также будет летом мероприятие для команды. Yeah. Then we also have a one-day event we always do as a training event. У нас всегда мы всегда организовываем тренинг для своей команды. And then is Rome coming as the big expo. Затем у нас большое экспо в Риме, куда мы едем обязательно. And then we have like a Christmas event, what we always do. И, конечно же, у нас всегда мероприятие под Рождество. So, and the truth is, your team is as big as many people you have at the event. И глобальность и масштабность вашего бизнеса зависит от того, какое количество людей приезжает с вами на мероприятие и посещает. So if you have 200 people in your tree, but only 5 are coming to the events, your team is 5 people big. И если в вашей структуре сейчас 200 человек, но с вами на мероприятие пришло 5, ваш бизнес состоит из 5 человек. So my tip would be, next Saturday, make that event as full as possible. И следующая суббота для вас должна стать целью. Вы должны, насколько это возможно, привести вот то количество людей. Then take all the people who are there and commit with them that everyone brings at least 4 new people to the next event. И вы должны обязательно сказать своим партнерам, кто идет на мероприятие, чтобы как минимум 4 гостя они туда привели. And your team would be 4 times bigger than it is right now. And obviously you bring new people too, right? И если каждый из ваших партнеров приведет по 4 человека, ваша команда увеличивается уже в 4. И, конечно же, не забудьте, что и вы должны привести 4 гостя. That's my tip for events. Events change everything. You need to build from event to event to event to event. And there's actually one, it's not from me, it's from a big network marketing trainer, Eric Worre. Это вообще вот мероприятия должны, ваш бизнес строится от мероприятия к мероприятию, от мероприятия к мероприятию. И сейчас вот хотела бы сказать фразу, но она не моя. What's the name again, please, sorry? Eric Worre. И фраза, которую я хочу сейчас сказать, это не моя, а Эрик Worre. And I don't want to do any income claims. Не хочу как бы сейчас вот перефразировать. But Eric Worre has looked at the studies in direct sales and network marketing. И этот человек, собственно, сделал такую революцию в индустрии прямых продаж. And he says, in average, you earn up to $1,000 in the following year for every person you bring to the big conventions, the international ones. Again? Okay, easier. Eric Worre says, if you bring an example, 10 people to a big convention. То есть он сказал, если вы на большое мероприятие привозите 10 человек, in the next year, so within the next 12 months, в следующие 12 месяцев, то есть через год, you would earn an average $1,000 per person. Вы сэкономите $1000 на каждого человека. So if you want to earn like, let's say 100,000 in 1 year, you need to make sure that you have 100 people out of your tree at the next convention.
Еще раз повторю полностью эту фразу. Если вы приводите 10 человек, в следующем году они помогают вам заработать $1000. Если вы хотите заработать $100 000, вы подумайте, сколько людей вы должны привести на мероприятие. То есть каждый приходящий человек на мероприятие в следующем году принесет вам доход минимум $1000. Yeah, doesn't mean all 100 will explode, but you will create way more clients in your downline. You will enroll more distributors, and yeah, just more products will move. И может быть, да, не все станут вашими партнерами, но точно это будет поток. Кто-то станет клиентом, кто-то будет успешным, кто-то будет менее успешным, но это создает массив вашего бизнеса. Yeah, that's my opinion about events. Это то, что я думаю по поводу ивентов. Next question. Yes, of course, Fabian. And we have 8 steps in our business. So it's very easy, it's very simple. This is relationship business. But tell us, please, what does it mean authorship for you? For you and for your business and for your group. And вопрос, and one question for translation, okay? И вопрос, который сейчас хочу задать Фабиану, потому что для нас он действительно становится важным, и мы набираем в этом обороты, но европейский опыт показывает, что это невероятно важная часть. Это вопрос по поводу автошипа. Насколько важно говорить людям об этом, насколько важно это для бизнеса и для бриллиантового бизнеса в том числе. So. Yeah, authorship is your whole stability in your business. Автошип – это, назовем, стабильность вашего бизнеса. And back in the days, people were kind of worried about promoting authorship. И люди не все промоутируют автошип, и как-то не очень удобно об этом им говорить. Nowadays, it's very easy because even big companies like Amazon are using authorship. И вы не поверите, это очень зря, что вы не промоутируете автошип, потому что практически все компании переходят на это, например, Amazon. So if you buy coffee or protein on Amazon, they will ask you, do you want it delivered weekly, every 2 weeks, or once a month? Then you save some money. Делая заказ на Амазоне, выбирая, неважно, протеин, кофе, какой-либо продукт, Amazon всегда вас спросит, хотите, чтобы этот продукт доставлялся вам каждую неделю, каждый месяц, каждые 2 месяца? And the smart delivery program, the new name for authorship, is actually a must if you want to build a stable and big business. И то, что мы называем Smart Delivery, программа новая, да, которая идет на смену автошипу, это стабильность и надежность вашего бизнеса. Yeah, because, I mean, authorship is, how can I explain it? There are 3 ways of generating income in network marketing. В сетевом маркетинге существует 3 способа зарабатывания денег. Yeah. One is clients. Первое – это зарабатывание на клиентах. And that's the basic, okay? Это самый простой уровень, самый такой низший. And it's the most important on the long run. И он, в принципе, работает на долгосрочную перспективу. If clients are running on authorship, that is the best thing what can happen for you because they're making their volume and you don't have to worry about it anymore. И чем больше в вашей группе привилегированных клиентов, вам вообще не нужно беспокоиться, потому что они получают продукт со скидкой, у вас наращивается база клиентов. Yeah. That's why authorship is so important. The second one is sign-ups, when new people enroll. Второй важный такой шаг – это когда вы подписываете людей и сразу им говорите об автошипе. And the third one is called back office or shop orders. И последнее – это то, что мы называем магазин, да, сайт, реферальная ссылка. Yeah. So, but again, the most important one for the long run
is that you keep your clients, that you keep the people who love the products, get delivered automatically whatever they desire. Okay? Но еще раз повторюсь, это очень важно, чтобы эти отношения были долгосрочными, и люди любили продукты, люди пользовались продуктом. And my strategy, or a strategy I like a lot, is prepaid autoship. И если честно, хочу поделиться с вами секретом. Для меня вообще такой выход, и я очень люблю предварительный автошип. Yeah. So actually, with the prepaid autoship, the advantage you have if you enroll someone with the 1-year ambassador. Ну, например, то есть если вы подписываете человека с пакетом амбассадор на год, Yeah, they are already for 1 year on autoship. Они уже год на автошипе. If somebody wants to do a bigger order and they say, for example, I have a beauty party and I need like 10 serum. И, например, человек, который, приходя в бизнес, покупает такой пакет, затем говорит, что у меня намечается презентация, мне нужно купить примерно 10 сывороток. They can also use prepaid autoship, and they even get products for free if they buy 10 serums. И он может воспользоваться функцией предварительного автошипа, получив ее бесплатно. Just for those of you who don't understand, prepaid autoship means 10 serum is 600 points. И чтобы вам объяснить, 10 сывороток – это 600 баллов. Предварительный автошип. But instead of pushing the 600 points up, every month only 60 points will go to the downline, so you have the person qualified for 10 months. И заказывая функцию предварительного автошипа вот на эти 10 сывороток, это не значит, что 600 баллов сразу же пойдут наверх. Это значит, что на 10 месяцев человек обеспечил себе стабильный бизнес по 60 баллов. And for distributors, my opinion, autoship is a must. И мое мнение, что если человек говорит вам о том, что он серьезно хочет строить бизнес, автошип – это его обязанность. Because my wife and me, we use all the products. Okay, I don't use Envy, I have to be honest. И скажу вам честно, я и моя жена, мы пользуемся абсолютно всеми продуктами. Нет, я не пользуюсь Envy, но всеми остальными продуктами пользуюсь. Я являюсь стопроцентным потребителем. Yeah, so we need products anyways all the time. And if my opinion is, if somebody doesn't want to use the products and ordering them by autoship anyways, it's hard to believe that the people really do the business, because you need to have the belief in the product. That's why we do the business. И продукты нам все равно нужны. Те или иные, мы все равно куда-то понесем эти деньги. Но для того, чтобы узнать продукт, показать свой опыт использования, мы должны потреблять продуктов больше и больше. Yeah. And for us, it's always like one of the most important steps when you enrolled. When we do the training, we always tell people which product do you want to use to stay active. И всегда, когда мы подписываем людей, когда мы с ними встречаемся, проводим презентации, мы спрашиваем у человека, какой продукт он хочет получать каждый месяц. То есть, какой продукт он хочет выбрать для функции автошип. Yeah. If we have time for one more question, I have 5 more minutes. Yes, we have the last question. Okay. Okay. When you will come to Ukraine and then Russia and then other CIS countries? И пользуясь случаем последнего вопроса, хочу спросить у Фабиана, когда он посетит Украину, другие страны СНГ, потому что действительно на сцене он невероятен, и мне кажется, что он здорово будет смотреться на нашей сцене одного из наших университетов. I have never been to Russia, either Ukraine, to be honest. So Я никогда не был ни в Украине, ни в России, если быть честным. So there in the back, there's my little world map.
И вот видите, посмотрите за мной, это как раз моя карта мира, где я уже побывал. And one day my goal is to have everything with little pins. You cannot see the pins right now. Моя цель, чтобы в каждом уголке земного шара я побывал и строил контент. I have to come. То есть это значит, что я обязан просто приехать. Yeah, unfortunately, I do not have a team yet in Ukraine, but that can change very quickly in Jeunesse because we are global. И если быть честным, у меня действительно пока нет группы в Украине и в странах СНГ, но поверьте, с бизнесом Jeunesse возможно абсолютно все. Yeah, but I mean, if I ever receive an invitation or so, let me know. И он говорит о том, что если вы меня пригласите, то я с радостью приму это приглашение, и я надеюсь, что мы с вами этим воспользуемся на одном из наших университетов. So, Fabian, it was amazing evening with you, webinar. So, thank you very much. Wish you double diamond, of course, then triple diamond, and one team, one family. One Jeunesse. But I have one more thing to add right quick. First of all, I need to take a picture for my team if I can. So, if they see I'm working here with in Russian, so I can tell them I speak Russian. One last thing. So to all you guys, today is the last day for the Founders Pack. Переведу немножко, да, о чем мы с ним быстро поговорили. Я сказала, что мы от всех стран СНГ и Украины желаем ему достичь двойного бриллианта. И он сказал о том, что сегодня последний день для того, чтобы вы воспользовались возможностью и все-таки вас купили Founder и сказали об этом всем своим партнерам. Yeah. So just keep that in mind. Founder for me, a short explanation, is a 7th way of income. That's how I see it. И для меня возможность пакетов основателей – это 7 разных дополнительных возможностей заработать деньги. Yeah, and if I could, I would always get another founder, but you're only allowed to have one. So. И если бы у меня была возможность заказать их как можно больше, я бы воспользовался. Но, к сожалению, это лимитированная коллекция. Yeah, in my opinion, really the best promotion. If you have the chance, try to be a founder. It's really, really worth it. If you work the business, it's really worth it. И это лучшая возможность, как по мне, от компании Jeunesse приобрести этот пакет. Поэтому желаю вам не упустить эту возможность. That's it. That was my last thing I wanted to say. Fabian, thank you so much. Wish you again good luck and go double diamond. And we are waiting for you in Ukraine. Thank you. It was fun with you guys. Bye-bye. See you soon. Bye-bye. Bye-bye. Ну что ж, дорогие наши участники сегодняшней мастерской, во-первых, большое вам спасибо за участие. Мы начали, для меня это был такой волнительный первый вебинар с иностранным, да еще и бриллиантом. И я очень надеюсь, что действительно очень практичные рекомендации от Фабиана вы примете к сведению. Ну и пользуясь случаем, еще раз напомню, пакеты Founder в Украине 1+1 резерв. Не забудьте, что это только в разделе пакет магазина. Поэтому ждем вас на событии в субботу следующую и воскресенье 9 и 10 декабря. Киев, Космополит. Адрес и детали вы узнаете обязательно. И следующая пятница также для людей, которые повысят свой уровень, нефрит, жемчуг, сапфир. Ну и для действующих сапфиров, кто набирает 10 циклов, мы ждем вас на нашем специальном тренинге с невероятными бриллиантами. Уже все начинается на этой неделе. Будьте там, где все происходит.